Фильмы, где одинокий герой оказывается в ловушке, любят миллионы людей. «Изгой», «Я легенда», «Шоу Трумана» или же «Терминал» с Томом Хэнксом. В республике Кракожия сменилось руководство. Кракожье! А? Там запертый в аэропорту Виктор Наворский пытается выжить. Без денег, без знания языка и без какой-либо помощи. Многие не догадываются, но эта история произошла в реальности. Только вот она не была такой радостной и наивной, как в фильме Спилберга. Знакомьтесь, Мехран Карими Нассери. Вот уже почти 2 года он сидит на своей красной скамейке напротив окна в первом терминале международного аэропорта имени Шарля де Голля. На часах 11:14. Он уже давно проснулся, сходил в душ, расположенный в мужском туалете на нижнем этаже, почистил зубы, побрился, подстриг усы, съел ежедневный завтрак, кофе с круассаном из Бургер Кинга и приготовился давать свое первое в жизни интервью для телевидения. Это очень важное интервью. Именно оно может помочь ему выбраться из плена бюрократии. В 1974 году он бежит из Ирана. Он хорошо помнит, что методы допросов тайной полиции САВАК не ограничиваются выдиранием ногтей из зубов, электрошоком и заливанием кипятка прямо в задницу. В 1988 году у него украли документы, а для того, чтобы получить новые документы, у тебя уже должны быть документы, которые ты можешь получить, если у тебя уже есть документы. Девушка-репортер приходит в 11:15. Оператор выставляет камеру и свет. Девушка говорит вступительное слово, Мехран нервничает, но не показывает вида. Сейчас интервью – это его главная надежда закончить этот кошмар. И тут к ним подходит полицейский. Он спрашивает у журналистов разрешение на съемку и документы. Смотрит, кивает головой и обращается к Мехрану. «У меня нет документов. Они снимают меня, потому что я застрял здесь, в терминале номер 1. Если у вас нет документов, то вам придется пройти со мной. Вы арестованы». Вместо интервью, которое наконец может закончить его страдания, его везут в тюрьму. Ждать суда за незаконное пересечение границы Франции. Через 48 часов его формально освобождают и предписывают покинуть страну. Но пройти паспортный контроль без документов невозможно. Приходится возвращаться к той же красной скамейке. Кто знает, как долго еще ему здесь сидеть. Что должно случиться с героем, чтобы он дошел до такой жизни? 16 сентября 1952 года. 8-летний Мехран приезжает с отцом на остров Ормуз. Вокруг море, жара и солнце. Это их семейная традиция. Дед возил отца посмотреть Ормузскую крепость примерно в том же возрасте. Этот счастливый день будет сниться Мехрану на протяжении всего заточения в аэропорту. Мехран Карими Нассери родился в зажиточной семье. Его отец работает врачом в Месджед Сулейман. Это городок возле первого нефтяного месторождения англо-персидской нефтяной компании. В те времена в Иране была монархия, и шах продал права на добычу нефти англичанам, которые устроили на территории Ирана маленькую английскую провинцию, своего рода колонию. В любом случае, семья Нассери жила хорошо. Мехран ходил в местную британскую школу, хорошо говорил по-английски, хорошо играл в настольный теннис, много читал и мечтал уехать в Англию, чтобы стать там ученым, как британские инженеры и врачи с папиной работы. Это же идеальный план долгого и успешного будущего. Что же может пойти не так? До 27 лет Мехран живет довольно счастливой жизнью. Как среднестатистический человек в любой стране, как вы или, предположим, я, он оканчивает Тегеранский университет и, казалось бы, дальше будет только лучше. Но тут происходит первый удар судьбы. Умирает его любимый отец. Что же может быть хуже? Сразу после похорон у Мехрана и его мамы происходит серьезный разговор. Она рассказывает Мехрану, что она ему не родная мать. Его отец, когда работал на англичан, закрутил роман с молоденькой британской медсестрой. Так и появился на свет Мехран. По местным законам измена карается смертью. Статья 102 Уголовного кодекса Ирана гласит: при побивании камнями мужчины должны быть закопаны по пояс, а женщины – по грудь. А статья 104 говорит, что камни не должны быть слишком большими, чтобы приговор не смогли привести в исполнение слишком быстро, или слишком маленькими, чтобы не промахнуться мимо цели. Мать не хотела такого позора, поэтому терпела все 27 лет, пока отец был жив. И теперь она просит,
точнее не просит, а предъявляет ультиматум Михрану. Он должен исчезнуть из жизни их семьи. Наш герой, конечно же, шокирован. Сначала смерть любимого отца, потом мама. Самый родной и близкий человек на земле от него отказывается и выгоняет на улицу. Да, его оставляют полностью без наследства. На все возражения мать угрожает тем, что раскроет его тайну. Незаконно рожденных тогда в Иране хоть и не побивали камнями, но они не имели вообще никаких прав. Ни права наследования, ни избирательного, короче говоря, были поражены в правах по всем пунктам. Кое-как они договариваются, что Михран уедет в Англию. Там он получит английское образование, устроится на работу и исчезнет навсегда. На время обучения мать обещает, что будет платить ему деньги. Немного на жизнь и на учебу. Так начинается новая веха в жизни Михрана. Он собирает чемодан, берет документы, держит в голове поездку с отцом в Ормузскую крепость. Как напоминание, что впереди все-таки может быть светлое будущее. Но хватит ли сил и средств дойти до него? Казалось бы, все неприятности позади. Мечта наконец-то сбывается, несмотря на все невзгоды. Это же Англия, что же может пойти не так? 19 сентября 1973 года. За последнюю неделю жизнь Михрана полностью изменилась. Он приземляется в лондонском аэропорту Хитроу. Это его первый полет на самолете. Потом Михран садится на поезд до Брэдфорда, там находится его будущий университет. Ему обязательно нужно успеть до 16:00. Сегодня последний день приема документов. Хозяин дома, где он остановился, пишет ему номер нужного автобуса на бумажке. Он улыбается и говорит, что у него еще не было постояльца из Ирана. На что Михран шутит, что у него еще не было домовладельца из Англии. Через 8 остановок он выходит, поднимается по ступенькам внутрь здания с надписью «Главный зал приема студентов». Он успел! В очереди Михран знакомится со своим одногруппником Дэвидом Хедли. Дэвид носит очки в толстой черной оправе, у него круглое светлое лицо, а на шее неизменный голубой шарф. Началась новая жизнь. Немного волнительная, конечно, но долгожданная и очень интересная. В это время шах Ирана Мохаммед Реза Пахлеви продолжает укреплять отношения с США и Англией. Огромное количество денег вливается в инфраструктуру, медицину и образование. Иран становится светским государством по западному образцу. Казалось бы, это же замечательно! Но и тут есть подводные камни. Фасад обеспеченности и благополучия скрывает огромные противоречия. Многие видят фотографии Ирана того времени и не понимают, как иранцы могли променять свободы светского государства на женщин в чадре и запрета шариата. За внешним благополучием скрывается авторитаризм, неравенство и жестокие репрессии. Например, в 1975 году шах полностью упраздняет оппозицию. Он становится абсолютным монархом и сам назначает министров, судей и губернаторов. Неудивительно, что они полностью транслировали волю шаха. А также шах учреждает тайную полицию «Савак», которая следит за каждым. В стране поощряются доносы и жестко караются малейшие отступления от официального курса. Неудивительно, что в стране процветает неравенство, когда вокруг одно кумовство. Когда любой, даже мелкий чиновник воспринимает взятки как часть официального заработка. Вдобавок народ был возмущен привилегированным положением иностранцев. Ходила даже такая поговорка, что если американец собьет собаку в Америке, ему выпишут штраф. А если собьет иранца в Иране, ему ничего не будет. Такое положение дел в Иране возмущало людей по всему миру. Люди писали в ООН и выходили на улицы. И вот 2 марта 1974 года. Наш герой просыпается в 6:00, на час раньше будильника. Он собирается пойти на одно из протестных студенческих шествий. Это дело принципа, дело чести, ведь оно касается его родины. Студенты с транспарантами мирно проходят возле вокзала Чаринг-Кросс через Трафальгарскую площадь, вдоль улицы Палмел мимо Букингемского дворца и заканчивают шествие в Гайд-парке. Рядом с Михраном его одногруппник Дэвид Хедли с неизменным голубым шарфом. На выходе из парка толпятся репортеры и фотографы. Дэвид с улыбкой говорит Михрану:
Отлично. Завтра мы будем во всех газетах. Дело сделано. Пора расходиться. Завтра рано вставать на учебу. 26 апреля 1975 года. Мехран стоит на автобусной остановке, моросит мелкий дождик, и он думает о том, что у него кончаются деньги. Каждые 3 месяца на счет должны поступать деньги от матери из Ирана. И вот уже с ноября ничего не было. У него уже есть несколько писем из университета с просьбой срочно оплатить учебу. Выхода нет. Деньги кончаются, на письма никто не отвечает. Надо поехать домой и разобраться, в чем дело. 7 августа 1975 года. Мехран, наконец, приземляется в аэропорту Тегерана. Он, конечно же, в растерянности. Почему мама перестала платить деньги? Ведь остался всего год. Год до воплощения плана всей его жизни. Сейчас он отучится в университете, будет работать в Англии, а возможно и станет ученым, как инженеры и врачи со старой папиной работы. С другой стороны, где-то в глубине души он даже рад. Рад, что наконец увидит свою маму, братьев и сестер. Как бы то ни было, она все равно для него мама, и он скучает по ней. С этими мыслями он подходит к выходу из аэропорта, и тут его останавливает 2 мужчин в форме. У одного на поясе пистолет, а у другого дубинка. Они просят пройти за ним. Ничем хорошим это точно не может кончиться. Непонятно, сколько проходит времени. Мехран сидит на полу в совершенно пустой грязной камере без окон. Оказывается, его доставили в тюрьму Эвен. Это была тюрьма секретной полиции Савак. Страшное место, где проходили незаконные пытки и расправы. Мехран помнит, что методы допросов Савак включают в себя выдергивание ногтей из зубов, использование электрошока и заливание кипятка прямо в задницу. Вдруг открывается дверь, и Мехрана уводят на допрос. Мужчина в форме с папкой под мышкой спрашивает: «Вы знаете, почему вы здесь?» «Нет», — отвечает Мехран. «Вы противник Шаха?» «Нет», — отвечает Мехран. «Вы когда-нибудь выступали против режима Шаха?» «Нет», — отвечает Мехран. «Вы когда-нибудь маршировали в знак протеста против Шаха?» «Нет», — отвечает Мехран. Он вспоминает, что по статье 102 Уголовного кодекса Ирана при побивании камнями мужчины должны быть закопаны по пояс, а женщины – по грудь. Мехран просит глоток воды. Следователь лукаво улыбается, открывает папку и достает газетную вырезку. На первой полосе фото протестующих. В центре фото стоит Дэвид Хедли с неизменным голубым шарфом, а рядом Мехран. Следователь говорит рядом стоящему охраннику: «Пойди и убедись, что внизу все готово». 14 декабря 1975 года. Все 5 месяцев Мехрана держали в холодной темной камере без мебели. Не было даже одеяла, чтобы укутаться. Кормят его всего раз в сутки. Но как-то раз вместо охранника, приносившего ему еду, в камеру входит офицер. Он говорит, что семья Мехрана дала взятку. Теперь он получит временный паспорт. Он вылетит по нему из Ирана и никогда больше не вернется. Сейчас он уверен, что прилетит в Англию и вернется к учебе. Но вернется ли? Мехрана сажают в самолет и предупреждают, что ему запрещено возвращаться в Иран. Он спрашивает у сопровождающего офицера: «А куда я полечу?» «Не знаю», — говорит офицер. «Это не моя проблема». Родная страна отказывается от Мехрана первой. Самолет приземляется в Англии. На улице падает снег. В Лондоне ему отказывают во въезде в страну. Он подает апелляцию, и ему снова отказывают, даже несмотря на то, что он тут долго жил и учился. Ближайшие 2 года он проводит в разъездах по всей Европе. За это время Мехран постоянно подает прошение о признании беженцем. Он 2 раза подает прошение о предоставлении убежища в Германии, 2 раза во Франции, раз в Нидерландах и еще раз в Англию и Италию. Он даже в Югославию подавал. Везде одни отказы. 23 октября 1980 года. Мехран обращается с просьбой о признании его беженцем в Верховную комиссию ООН в Брюсселе. Опять тянутся долгие месяцы в ожидании решения. Наш герой, кажется, уже смирился со своей судьбой. Он уже думает, в какую страну еще бы обратиться, где еще его могут принять. Но не прошло и года.
7 октября 1981 года его вызывают в Верховную комиссию ООН в Брюсселе. Именно в этот день Мехран должен получить решение по его запросу на предоставление статуса беженца. Он уже ни на что не надеется и морально готов к отказу. Но тут его вызывают в кабинет, дают подписать какой-то бланк и вручают документ, на котором написано: Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Бельгии. Свидетельство беженца. Поздравляю, мистер Мехран. Ему пожимают руку и похлопывают по плечу. После всех этих лет страданий и неудач, казалось бы, жизнь начинает налаживаться. Он уже даже и не мечтает об учебе в Англии и карьере ученого, как у инженеров и врачей с папиной работы. Ему просто хочется спокойно жить. Так и проходит несколько лет. Пока 3 марта 1984 года с ним не произошла необычная встреча. Он по обыкновению проводит свое свободное время за чтением в местной библиотеке. И тут к нему подходит мужчина. Мужчина рассказывает, что услышал историю Мехрана от библиотекаря и очень ему сочувствует. Он говорит, что долгое время работал в Иране, поставлял медицинское оборудование для англо-персидской нефтяной компании. И тут оказывается, что мужчина хорошо знал отца Мехрана, работавшего врачом в Сулеймане. А вдобавок помнит молоденькую британскую медсестру, которая работала с отцом Мехрана. Кажется, ее зовут мисс Саймон, и родом она из Глазго, в Шотландии. И тут у Мехрана опять переворачивается весь мир. Одна мать его отвергла, зато появляется надежда, что примет другая, настоящая, родная мама. Мисс Саймон из Глазго в Шотландии. Он чувствует, что не может больше находиться в тесной комнате молодежного хостела, оплаченного соцслужбой. Мехран решает ехать в Англию, к маме. Он верит, что та его не забыла, а любит и ждет. Отец просто не мог полюбить злую и плохую женщину. Теперь у него есть документы, и он спокойно может поехать в Англию. Найдет там мать, а может даже доучится в университете и исполнит детскую мечту. 7 августа 1987 года. Он едет в Англию. Мехран обязательно найдет там свою настоящую маму. У Мехрана снова будет семья. Уже вечером ему надо будет вылетать в Лондон из аэропорта имени Шарля де Голля во Франции. А пока он стоит на платформе Северного вокзала в Париже и ждет поезд в аэропорт. На нем светлые брюки, рубашка с короткими рукавами и сумка с ремнем через плечо. К Мехрану подходит высокий, худой, небритый мужчина и просит о помощи. Мехран повернулся к нему, чтобы сказать, что он не говорит по-французски. И в этот самый момент другой мужчина подходит со спины и резко срывает с плеча Мехрана сумку. Оба мужчины убегают. Сколько бы Мехран ни бежал за ними, он выдыхается и теряет воров из виду. После часа поисков он видит свою сумку в мусорке. Он достает ее. Документов нет. Внутри только старая книга в мягкой обложке. Мехран все-таки приезжает в аэропорт, садится на самолет, но в Англию без документов его так и не пускают. Мехран возвращается в аэропорт имени Шарля де Голля. Он, конечно, написал очередную апелляцию и даже потом получил следующий ответ. Уважаемый сэр Альфред Мехран. Это была ошибка миграционной службы. Иммиграционная служба аэропорта Хитроу отказала вам во въезде в страну. Мы понимаем вашу сложную ситуацию, но можем только порекомендовать обратиться в Верховную комиссию ООН по делам беженцев. Это все, чем мы можем вам помочь в данном вопросе. Так Мехран Карими Нассери стал сэром Альфредом Мехраном, беженцем без документов, никому не нужным узником первого терминала аэропорта имени Шарля де Голля. В аэропорту приключения нашего героя не закончились. За все это время с ним происходило столько невообразимых событий. Сложно поверить, что человек, по сути, запертый в одном месте, может пережить столько. 4 ноября 1988 года. Мехран, или, наверное, уже можно его называть сэр Альфред, покупает свой ежедневный завтрак из Бургер Кинга. Садится на свою красную скамейку и ждет. Это всего лишь на одну ночь, максимум на пару дней. Он скоро придумает, как выбраться из этого затруднительного положения.
внимание, Михран пока не догадывается, сколько времени ему суждено просидеть на этой красной скамейке. Первое время Михрану помогали стюардессы и работники аэропорта. Они узнали о его ситуации и давали ему купоны на еду. Одна стюардесса даже подарила ему одеяло. Но не думайте, что наш герой ничего не делал. Он понял, что ситуация серьезная, поэтому первым делом он попытается найти нормальный ночлег. Это только в фильме у Спилберга герой находит тихий, темный, укромный уголочек, где может спокойно выспаться. В реальности это была неудобная скамейка, постоянно горящий свет, так еще и объявления о рейсах звучали каждые 10 минут. Сложно спать в такой обстановке. Михран начинает изучать окрестности аэропорта. И вскоре находит отель. Свободных номеров не было, да и денег катастрофически мало. Поэтому Михран поднимается наверх здания отеля и располагается в эркере в коридоре рядом с номером 1036. Так он проводит 3 ночи. Немного неудобно, но зато тихо и спокойно. Можно нормально выспаться. Казалось бы, хотя бы самый минимальный комфорт достигнут. Теперь надо думать, что делать дальше. Как получить документы, прилететь в Англию и найти маму? На 4-й день он по привычке заходит в лифт и нажимает кнопку 1-го этажа. Лифт приезжает в вестибюль отеля. Двери открываются, и прямо перед Михраном оказывается администратор. Она показывает на Михрана пальцем и говорит: «Это он». За спиной администратора 2 полицейских. 29 ноября 1988 года. Михрана везут в полицейском фургоне. Одна рука пристегнута наручниками к поручню. Напротив мужчина по имени Пол Эйрс. Начальник Пола обещал ему заем в 50 тысяч франков из служебных денег. А когда Пол их взял, его обвинили в краже. Их везут в Флери-Мироже. На тот момент самую большую тюрьму в Европе. Михрана признали виновным в незаконном пребывании на территории Франции. Ближайшие месяцы он проведет вместе с убийцами, насильниками и ворами. В тюрьме в основном были двухместные камеры, поэтому новичков Пола Эйрса и Михрана сделали соседями. В тюрьме было очень скучно, медленно тянулись одинаковые повторяющиеся дни. Но как-то раз в проеме камеры появляется охранник. Это было очень необычно. Охранник входит и сообщает Михрану, что у него будет новый сосед. Пол Эйрс свел счеты с жизнью. Неизвестно, сам ли он или ему помогли, но это поразило Михрана. Он зарекается никогда больше не попадать в это место. 13 января 1989 года. Михран выходит из Флери-Мирожи и возвращается в аэропорт. В руках у него сумка через плечо и листок бумаги с предписанием. Там написано, что он должен покинуть территорию Франции в течение 48 часов. Михран обещает себе больше не покидать здание аэропорта. Он говорит, что больше никогда не попадет в тюрьму. Это ужасное место. У Михрана в прямом смысле появляется страх выходить на улицу. Но не прошло и месяца, как Михрана снова арестовывают и назначают судебное слушание. За повторное нарушение его ждет более длительный тюремный срок. Напомню, его арестовали за то, что он находится во Франции без документов. Обязали покинуть Францию, но покинуть Францию он не может, потому что у него нет документов. Мне кажется, это совершенно несправедливо. Люди советуют Михрану обратиться к известному адвокату и правозащитнику Кристиану Бурге. Если уж он не поможет, то вряд ли вообще хоть кто-то сможет помочь. Михран узнает его адрес и в письме рассказывает свою историю. Заканчивает он свое письмо словами: «Я хочу, чтобы вы знали, что у меня нет денег, чтобы оплатить ваши услуги. Но вы моя последняя надежда». Бурге соглашается. Но 21 февраля 1989 года адвокат не может присутствовать на суде. Он отправляет своего младшего партнера. Партнер совершенно не погружен в дело. Михрана признают виновным. И прямо из зала суда вновь отправляют в ужасную тюрьму Флери-Мироже. 23 мая 1989 года. Михран вновь выходит из тюрьмы. Не сказать, что эта отсидка далась проще первой. Но на этот раз адвокат Бурге серьезно берется за дело Михрана. Он пишет письма во все инстанции, которые хоть как-то могут помочь получить
быть хоть какие-то документы. Кристиану важно, чтобы Михран мог оставаться во Франции без риска быть арестованным. Адвокат также придумывает хитрую стратегию для получения британского гражданства. Ведь Михран, по сути, родился на территории, которая была британской колонией, и имеет полное право претендовать на британский паспорт. Казалось бы, новая надежда. Но сколько бы и куда бы он ни писал, он везде слышит один ответ. Сначала предоставьте нам документы о том, что господин Михран Карими Нассери является беженцем, а потом мы будем рассматривать вашу просьбу. Опять все тот же порочный круг. Для того, чтобы получить новые документы, у тебя уже должны быть документы, которые ты можешь получить, только если у тебя уже есть документы. Адвокат советует Михрану как можно больше общаться с журналистами. Нужно придать его историю огласке, пока это все, что можно сделать для того, чтобы победить жесткую и несправедливую бюрократию. 18 февраля 1989 года. На часах 11:14. Михран уже давно проснулся, сходил в душ, расположенный в мужском туалете на нижнем этаже, почистил зубы, побрился, подстриг усы, съел ежедневный завтрак, кофе с круассаном из Бургер Кинг и приготовился давать свое первое в жизни интервью для телевидения. Это очень важное интервью. Именно оно может помочь ему выбраться из плена бюрократии. Девушка-репортер приходит в 11:15. Оператор выставляет камеру и свет, девушка говорит вступительное слово. Михран нервничает, но не показывает виду. Сейчас интервью – это его главная надежда закончить этот кошмар. И тут к ним подходит полицейский. Он спрашивает у журналистов разрешение на съемку и документы. Смотрит, кивает головой и обращается к Михрану. «У меня нет документов. Они снимают меня, потому что я застрял здесь, в терминале номер 1. Если у вас нет документов, то вам придется пройти со мной. Вы арестованы». Журналистка звонит адвокату Михрана. Тот отвечает, что ей необходимо сделать две вещи. Первое – пойти в суд и попросить об отсрочке слушания дела. Ведь адвоката у подсудимого как бы нет. Суд должен согласиться. А второе – рассказать обо всем, что ей известно на телевидении, в прессе и на радио. Женщина-репортер так и делает. Пока Михран ждет в тюрьме следствия, его адвокату поступает необычный звонок. Неизвестный предлагает сделку. Михран будет освобожден в обмен на то, что прекратится огласка этого дела. История с журналистами сработала. Михрана выпускают, но прокурор заявляет: «Месье Михран попросил свободы. Мы его освободили. Но обвинения в незаконном нахождении на территории Франции не сняты». Это значит, что судебные тяжбы продолжаются. А Михран просто возвращается из тюрьмы на свою красную скамейку в первом терминале аэропорта имени Шарля де Голля. Когда снова состоялось судебное заседание, суд постановил: Михран виновен в незаконном пребывании во Франции. Но отправлять его в тюрьму или нет будет решено в течение 6 месяцев. Впереди долгие дни и недели в ожидании в аэропорту. Но Михран уже знает, что делать, и не сидит сложа руки. Так же, как и герой Спилберга, он приступает к активным действиям. Ему нужно как-то научиться зарабатывать и как можно больше общаться с журналистами. Михран, конечно, не собирает тележки, чтобы получить 25 центов, как в фильме. Но вот случай, где он выступает в роли переводчика, вполне реален. Лекарство для коза. Лекарство для коза. Михран работает настоящим переводчиком в аэропорту. Например, из Рима прилетает семья без документов. Они говорят только на фарси. В аэропорту не знали, что с ними делать. Михран всех успокоил и объяснил, что происходит. Члены семьи оказались тоже беженцами, и их отправили в Италию. Или вот случай, когда Михран помогал спецслужбам. Он несколько дней слушал секретные записи и переводил их с фарси на английский. Спецслужбы, кстати, палец о палец не ударили, чтобы помочь Михрану в его ситуации. Так подкинули пару франков на бургер и колу. Параллельно Михран активно общается с журналистами. О нем потихоньку узнают по всему миру. Каждый раз ему задают одни и те же вопросы. Кто он, откуда и как так вообще все получилось? И каждый раз Михран отвечает, что находится в затруднительном положении, но это временно и скоро закончится.
Такая стойкость вдохновляет людей. Со всего мира ему приходят письма. Кто-то присылает деньги, кто-то пишет слова поддержки, а кто-то говорит, что жизнь и стойкость Михрана вдохновляет их и дают силы переживать трудности. Заметьте, миллионы людей наблюдают за Михраном. Он как будто звезда реалити-шоу до массового распространения реалити-шоу. Еще до «Мамы в 16», «Дома-2», «Пацанок» и «Маменькиного сынка». Миллионы людей, по сути, наблюдали за жизнью Михрана. Волновались, переживали сильные эмоции, а по факту реально помогал только один адвокат. Только Кристиан Бурге не сидит на месте. Он понимает, что доказать невиновность Михрана можно только найдя его потерянные документы. Адвокат начинает долгую переписку с Брюсселем. В Брюсселе подтверждают, что Михрану выдали удостоверение беженца. Но, несмотря на это, 26 сентября 1990 года на суде Михрана признают виновным и обязывают его покинуть страну и не пересекать границу Франции в течение следующих 3 лет. Куда, они думают, он поедет? Ведь ни одна страна не разрешит ему въезд. Скорее всего, они вообще не думают. Им все равно. 18 июля 1991 года. Парижский апелляционный суд отменяет решение о депортации. Но требуется еще 9 месяцев для рассмотрения дела. И еще 9 долгих месяцев Михрану предстоит быть запертым в аэропорту. На календаре 8 марта. Михран со своим адвокатом снова в зале суда. У адвоката на руках доказательства, что Брюссель признал Михрана беженцем. Прокурор отзывает обвинение. Победа! Михрану больше не нужно бояться депортации. Чтобы доказать свою невиновность, ему пришлось просидеть на красной скамейке в аэропорту имени Шарля де Голля 3 года. Казалось бы, все. Удалось доказать, что Михран беженец. Теперь осталось получить документы на руки и поехать в Англию к маме. У него опять будет семья. Но не все так просто. Не забываем, что для того, чтобы получить документы, у тебя уже должны быть документы, которые ты можешь получить, если у тебя уже есть документы. Дело в том, что хоть Брюссель и признает Михрана беженцем, но вот документы о том, что он является беженцем, они могут вручить только лично в руки самому беженцу. Ситуация в том, что для того, чтобы въехать на территорию Бельгии, у Михрана на руках должны быть документы, подтверждающие, что он беженец. Именно те документы, которые хранятся в Бельгии и за которыми он едет в Бельгию и без которых он не может въехать в Бельгию. И этот бюрократический ад чуть ли не безумнее и жестче, чем суды во Франции. Но делать нечего. У Михрана есть только одна рабочая стратегия. Ждать на красной скамейке в первом терминале аэропорта имени Шарля де Голля и как можно больше общаться с журналистами, придавать свою историю огласке. Так проходят уже даже не недели и месяцы, а годы. То ли в шутку, то ли серьезно Михран начинает представляться журналистам своим вымышленным именем – сэр Альфред. За все время, проведенное в аэропорту, сэр Альфред или Михран стал героем 1000 статей и репортажей по всему миру. В общей сложности про него сняли аж 2 документалки и 2 полноценных художественных фильма. Самым известным, конечно же, является «Терминал» с Томом Хэнксом. DreamWorks купила права на экранизацию истории Михрана за $250 тысяч. Баснословные деньги даже по нашим временам. Михран положил их на свой сберегательный счет в почтовое отделение аэропорта, где он получал письма. С одной стороны, может возникнуть вопрос: так что же он не купил себе дом? Да только вот не стоит забывать, что для совершения любой крупной сделки необходимы документы. Поэтому, если ты заперт в аэропорту без документов, даже громадные деньги тебя не спасут. Все равно потратишь их только на то, что продается в аэропорту. Можешь на 1 чизбургер в Макдональдсе больше на обед себе покупать. Проходят годы. Михран дает интервью. И тут его тактика срабатывает. Бельгийские власти сдались. Все эти 1000 интервью изрядно подпортили им репутацию. И 2 сентября 1999 года прошло аж 11 лет с того момента, как Михран вошел в терминал номер 1 аэропорта имени Шарля де Голля. 11 лет с того момента, как он первый раз лег на красную скамейку и положил голову на сумку. Получилось далеко не пара ночей.
бельгийцы отправили документы Михрана прямо во Францию вместе с ответственным представителем. Адвокат Бурге проводит Михрана к лифту. Они поднимаются на стоянку, садятся в машину, еще чуть-чуть. Вот они уже входят в здание. Бурге говорит Михрану: «Это мадам Тарди. У нее твои документы». Конец. Многолетняя пытка позади. Наконец-то еще мгновение он возьмет документы, сядет в самолет и улетит из этого чертового аэропорта к маме в Англию. Наконец у Михрана появится семья. Михрану протягивают книжечку. Внутри маленькая фотография, сделанная в фотобудке терминала. «Теперь вам нужно расписаться здесь, и я отдам вам ваши документы», говорит мадам Тарди. И дальше происходит страшное. Как позже скажет Филипп Барген, главный врач аэропорта, получение документов стало для него огромным потрясением. Как будто его сбросили с лошади. Когда ждешь чего-то 11 лет, а потом вдруг за несколько минут подписываешь какие-то бумаги и все готово. Представьте, какой это шок. Он боится покидать этот мир, в котором жил. Михран берет документы и говорит: «Я не могу подписать эти документы. Там написано, что я иранец. Меня не зовут Михран Карими Нассери». Так личность Михрана Карими Нассери полностью поглотил сэр Альфред Михран. Неизвестно, произошло ли это помешательство резко от шока, или он сходил с ума все эти 11 лет. Но согласитесь, у него есть полное право обезуметь от того, что он пережил. В итоге история Михрана на этом не кончается. Мы сейчас ровно в том месте, из которого необходимо услышать альтернативную точку зрения на историю Михрана Карими Нассери. И, друзья, у меня к вам большая просьба поддержать меня подпиской или донатом на Бусти. Там уже достаточно интереснейших эксклюзивных видео, и я продолжаю их там публиковать. На данный момент это мой основной заработок. Уверен, что среди вас есть люди, которые хотели бы меня поддержать. Для небольших авторов такая поддержка очень важна. Большое спасибо. В чем же заключается альтернативный взгляд на историю Михрана? Помните, я говорил, что про него сняли целых 2 документалки? Одну из них можно перевести на русский как «Отсюда в никуда». В 2002 году фильм сняли Глен Лачфорд и Пол Берцеллер. Они полгода прожили бок о бок с Михраном и мечтали показать в финальной сцене, как Михран покидает свой аэропорт и направляется в лучшую жизнь. Однако их ждало то же самое, что и адвоката Кристиана Бурге. Полная фиаско. 6 сентября 2004 года Пол Берцеллер выпускает статью в The Guardian. В ней он делится своими находками, касающимися жизни Михрана или уже сэра Альфреда. Пол рассказывает, что он нашел родственников Альфреда. Помимо него в семье было 4 братьев и 2 сестер. Одна сестра работала стоматологом в Люксембурге, другая работала на государственное телевидение в Иране, один брат работал в банке, второй химиком. Да, их отец действительно был врачом в англо-персидской нефтяной компании, как и говорил Михран. Отец умер в 1967 году от рака. Но самым интересным было то, что старший брат Альфреда Сайрус, оказывается, уже давно живет в Англии. По словам Пола, именно у него останавливался Альфред, когда учился в университете. И именно Сайрус рассказал Полу, что Михран не ушел из университета, а его отчислили за неуспеваемость. Сэр Альфред рассказывал, что мать его выгнала и лишила наследства. Но Пол в своей статье пишет, что мать его не выгоняла. До самой своей смерти в 2000 году она не могла понять, почему Михран с ней так жесток. Она читала статьи о нем и смотрела интервью, и каждый раз плакала и говорила, что он ее сын. Что она никогда не выгоняла его. Что это? Реальное журналистское расследование или обида репортера, амбиции которого оказались неудовлетворенными? Или, может быть, члены семьи, чьи скелеты были вытащены из шкафов, начали выдумывать небылицы? А может быть, это бредни сумасшедшего, просидевшего 18 лет на красной скамейке в аэропорту имени Шарля де Голля? В любом случае, никакого подтверждения слов Пола Берцеллера, кроме статьи, я найти не смог. Не уверен, есть ли они вообще. Осталось узнать, как же эта информация может повлиять на нашу историю.
Сэр Альфред Михран не покидает аэропорт до июля 2006 года. Долгих 18 лет прошло с того самого момента, как он остался переночевать в аэропорту, что, казалось, на одну ночь растянулось на полжизни. Дальше источники разнятся. Кто-то говорит, что у него началась разрастаться опухоль на голове, да, она видна на поздних фото. Кто-то говорит, что у него начались проблемы с сердцем, но так или иначе в июле 2006 года его увозят в больницу. Пока Михран проходит лечение, его красную скамейку демонтируют и убирают все следы его присутствия. Следующие 15 лет Михран проживет в приюте на деньги, полученные от DreamWorks. В фильме у Спилберга герой воплощает свою мечту. Получает автограф джазмена, за которым он приехал в США, и улетает домой. В реальности бюрократия победила. Альфреда лишили внимания, и о нем потихоньку стали забывать. Не получилось ни отучиться в Англии, ни стать ученым, как инженеры и врачи с папиной работы, ни даже найти настоящую маму. А может быть, ее никогда и не было. Прожив 15 лет в приюте, Михран возвращается в аэропорт. И там, 12 ноября 2022 года, он идет по знакомому коридору и падает замертво. У него инфаркт. Вокруг бегают и суетятся люди, но, как и при жизни, большинство просто смотрят. Они получили свою дозу сильных эмоций, но не собираются помогать. Да и чем тут поможешь? Эта история не о чудаковатом фрике, а о безразличии. О том, как он 18 лет просидел на скамейке в аэропорту, а миллионы зрителей смотрели и ничего не делали. Но, пожалуйста, не думайте, что эта проблема уникальна. В мире десятки людей на долгие месяцы и годы застрявших в аэропортах по всему миру. Например, Хасан Аль-Кантар, бежавший от войны в Сирии. My name is Hassan Kuntar. 7 месяцев он провел в аэропорту Куала-Лумпура, пока не получил убежище в Канаде. Все эти месяцы Хасан следовал примеру Михрана. Он активно вел соцсети и рассказывал о своей ситуации. Или случай Дениса Луиса де Сузы. В 2000 году в возрасте 16 лет он бежал из приемной семьи и стал жить в аэропорту в Сан-Паулу. До сих пор он живет там уже 25 лет. Есть и менее трагические случаи. Например, китаец Вэй Цзяньго переехал в международный аэропорт Пекина, потому что жена мешала спокойно пить и курить. «Я не могу вернуться домой, потому что у меня нет свободы», — говорит он. «Семья сказала мне, что если я хочу остаться, я должен бросить курить и пить». И даже когда в 2017 году его отвезли домой, через несколько дней он вернулся со словами: «Меня выгоняют, поэтому я возвращаюсь, как в старые добрые времена. По крайней мере, в аэропорту я чувствую себя на свободе». Знаете, в мире происходит огромное количество самых невообразимых событий. Но разбирая историю Михрана, меня не покидали мысли. Неужели трагедия человека может стать просто сюжетом или репортажем? Просто контентом в новостной ленте? Друзья, не забывайте подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки. Я надеюсь на вас.